Твоя душа ни разу не умирала, но твое тело всегда умирало в следующую жизнь. Проросшие уходили в более совершенные миры, а остальные оставались на земле. Затем началась подготовка к последнему экзамену, после которого произойдет судный день, и полный цикл закончится. И тогда было дано последнее время негодяям, и заторопились они одолеть этот мир, поработив души людей, прочипировав в статус животного биоробота. Эти несколько лет были даны не только ведомым бесами, но и всем людям, чтобы увидели морду тьмы, чтобы встали на путь света во спасение душ своих и своего мира. После этого времени никто уже не сможет сказать, что не ведал, что творит. Пришло время отстающим произвести битву вибраций. Я научу вас этому. В этом видеообращении. Вы шли к этой битве несколько тысяч лет. Слушайте внимательно. При слушании вооружитесь искренностью, концентрацией внимания, логикой, отбросив в сторону предвзятость, самоуверенность и лень. Повторяю, это самое важное действие со времени рождения вашей души. Помните это. Знайте, что во время битвы тьма начнет влиять на вас своими вибрациями, навевая желание прекратить битву. Но помните, что вы сильнее светом над влиянием тьмы, если вооружитесь еще и любовью к своим детям, ибо от исхода битвы большинства зависит будущее этого мира, а не только будущее вашей души. Свет вашей души всегда говорит голосом Всевышнего с совестью, разумом и логикой. Тьма всегда говорит коростью, гордыней и страхом. Всевышний имеет контакт с вами через свет в вас. Тьма имеет контакт с вами через тьму в вас. Эти две противоположные вибрации находятся в душе вашей. И помните, что время битвы вам нужно удерживать на поле логики. Это ваше поле. Итак, вы знаете, что все сущее состоит из вибраций, включая мысли. Темные вибрации и вибрации света находятся внутри вас. Вам нужно стать хозяином своего пространства в вашей душе. Свет дает вам такое право. Тьма препятствует этому праву. Вам выбирать. Вам, а не Всевышнему делать выбор за вас. Всевышнему, слава ему, не нужны рабы. Он не гонит в свет, а дает выбор между тьмой и светом. Поэтому перед временем выбора душа получает долгое время учений для познания тьмы и света. Поблагодарите Всевышнего за это. Слушайте внимательно, подготовьтесь и начните битву. Вся битва состоит из ваших ответов на несколько вопросов и конечного вашего решения. Спросите себя, если я не гадкое человекообразное животное, а человек достойный, то разве могу бездействовать против тьмы, ведущей моих любимых детей и весь мир к пропасти? Разве не из-за нашего разобщения наши дети едят отравленную еду, убивают друг друга и будут убивать в большой войне? Разве этот мир принадлежит не человечеству, а кучке негодяев, ведущих нас к пропасти? Разве не само человечество дает силу негодяям своим разобщением, равнодушием и страхом? Спросите себя, если есть во мне достаточного волнения за будущее моих детей, и если я действительно верю в Творца, то разве могу не исполнить волю Его, доказанно проявленную нашему времени? Разве Всевышний не доказал этим дар свой и волю свою объединяться вокруг послания Его против пропасти? Разве храмовники верят во Всевышнего, если не исполняют волю Его? И разве я должен слушать их, а не Бога, когда мир уже у пропасти? Спросите себя, если миллиарды людей будут ждать, когда миллиарды людей начнут исполнять волю Бога, то разве эти миллиарды людей не упадут в пропасть, отвернувшиеся от Бога, отвернувшиеся от исполнения воли Его? Разве не проклянут дети родителей, когда начнут чипировать в статус скота всех? Если ты ответил правильно и встал на путь единения против тьмы, на путь исполнения воли Отца нашего, то помни, что главная цель тьмы
это удержать большинство людей в своем влиянии, а цель светлых душ – повернуть большинство людей к исполнению воли Всевышнего через единение вокруг дара Его, мира нашему. То есть не отчаиваться после поражений, не сдаваться, а твердо продолжать нести весть от Отца нашего. Если будете искренни и тверды, то ваши действия пробудят к воле Всевышнего других, а они пробудят следующих. Это должно стать лавиной единения против тьмы. Это и есть время экзамена каждой душе и всему миру. И как только большинство сплотится вокруг воли Отца нашего, то мир начнет меняться без революции, без столкновения с властью, без хаоса. Это закон во всей Вселенной. Именно действенный выбор большинства решает судьбу народа и всего мира. Книга переведена на многие языки мира. Скачивайте ее бесплатно. Ссылка под роликом. Распространяйте это видеообращение, исполняя волю Бога. Делайте свой выбор. Времени осталось немного. Это ваш мир, а не мир кучки негодяев. Вырвите из их лап свой мир, исполнив волю Всевышнего. Слава Ему. Задайте вопрос журналистам, политикам, храмовникам, блогерам. Почему они участвуют в информационной блокаде о сбывшемся пророчестве? Тогда через ответы их увидите истинную суть их. Будьте тверды и верны Всевышнему. Слава Ему. И знайте, что чипировать людей будут, давая большие конфетки, образно говоря. Затем вооружат этих чипированных и поведут против тех, кто отказался чипироваться. Затем уничтожат несколько миллиардов. Это произойдет. Вы им не нужны. Когда-то были рабы на плантациях. Затем появились трактора, и рабов вышвырнули на спины налогоплательщиков, которые содержали, давая бесплатное жилье, велфер, фудстемпы. Затем появились станки производственные для фабрик и заводов, и тогда оказались лишними. 80% вышвырнули за ворота. Сегодня такие технологии, что 80%, а то и 90% населения Земли оказались лишними для этой кучки негодяев. Вы им не нужны. Вся эта болтовня, что вы не будете болеть, что вам будут такие-то, такие-то блага, все это обман, это ложь. Они дадут вам, затянут, а потом уничтожат. И вы это знаете, и ваши дети спросят с вас, если это произойдет, и уйдут в прах те, кто остался на стороне тьмы, своим невежеством, разобщенностью, равнодушием, которые верят ушами голосу храмовников, но не слышат разумом своим голос Всевышнего, совесть.